сразу после Китая вы приехали в Нью-Йорк. Расскажи немного о перелете. Он был сложным. Как вообще вы, в каком расположении духа приехали в Нью-Йорк? А хочешь, я тебе еще про ЛГД, игру с ЛГД расскажу? Конечно. Давай. Значит, играем мы с ЛГД. А нет, подожди, у меня был сейчас расскажешь по ЛГД, вспомнил вопрос. Какая самая длительная игра с паузами у вас была? Ну, то есть... Наверное, с ЛГД. Мне кажется, на ЕМЦ там игра в районе 4 часов одна длилась, нет? Ну, потому что когда были дедосы, паузы стояли, потом релоды. Не знаю, мне кажется, с ЛГД все равно было длиннее. Да, там мы играли, не знаю, просто немеренное количество времени. Часов 5. Да, часов 5. Хорошо. Игра с ЛГД. Вы играли сначала на сцене, потом... Короче, Давай. рассказываю. То есть, чтобы вы понимали, то есть ты после Москвы с этим вот этим режимом, когда ты в 7 утра просыпаешься, в 3 ночи ложишься, ты летишь в Пекин, потом в этот Юнчуань, едешь на автобусе, приезжаешь, джетлаг начинается какой-то там, тебе тяжело, там ты просыпаешься, ты ложишься спать как бы в 11 вечера, а просыпаешься в час ночи и такой: о, классно, утро, типа, поехали, экшен. Ну, слава богу, у меня такого нет, но у моих тиммейтов это присутствует. И это очень тяжело. И вот в день, когда мы играли игру с ЛГД, это был уже второй день турнира официальный. Это уже, в принципе, наш был 4-й день в Китае, поэтому мы уже немножко подстроились. Но все равно, то есть, есть определенный режим, когда ты ложишься, просыпаешься. Для игроков это очень важно, потому что... биоритмы работают, наверное. Ты должен подходить к игре максимально, не знаю, положительных там настроек, сконцентрированный, с силами, с энергией. А когда у тебя там проблемы со сном, еще с чем-то, и не из-за тебя, то есть из-за жетвага, еще чего-нибудь. Ну, в общем, проснулись мы в тот день там где-то 7:30 утра, потому что нам нужно попасть на завтрак. Завтрак до 9:30. Если ты не попал на завтрак, то ты можешь идти прыгнуть с окна, потому что, в принципе, больше ты нормально нигде не поешь. В этом отеле был толковый завтрак, где была еда хоть какая-то, которую можно было есть. В Китае с едой очень проблемно. Вот, то есть пришли на завтрак, пошли на веню, сели за компы, разыгрались. У нас игра там в 2:30 должна начаться, или в 3:30, не помню. Игра начинается в 4:30, да. Потому что там задержки, туда-сюда. Садишься, играешь в первую игру, какие-то вроде там проблемы, не проблемы, я не помню. Тут, мы, по-моему, первую игру проигрываем. Вот, проигрываем, потом выигрываете, делаем какие-то выводы и садимся играть вторую игру. Вторая игра длится, значит, просто немерено. Вначале мы играем на одной сцене. Вот, играем. Там все, дисконнекты, лаги, лоуд. Причем каждый лоуд, то есть он полностью ломает игру. То есть если пауза ломает игру, то лоуд вообще в корне, он ее разрывает вообще. Потому что там такое происходит, что не придется словами. Во-первых, та команда, которая лидирует, лоуд ей всегда будет во вред. То есть ты там где-то сделал килл, тут раз залагало, все повисло, тебе говорят, ты идешь в лоуд, а лоуд всегда таймлапс делать небольшой. 30-я секунда или ровная минута, то есть или 30-я, или на 0. Или на нулевой секунде, или на 30-й. Других не бывает. А ты, допустим, на 45-й секунде у тебя дропнуло, а на 40-й ты сделал килл. Все, этого килла уже не будет. И ты не скажешь там, ну, типа, брат, пойди умри. Ты же, типа, умер сейчас, вот пойди умри. Это же будет честно? Нет. Такого не будет. Соответственно, команда, которая лидирует, она всегда в заднице. Там у нас было такое, что мы там сделали килл, я слепортировался вниз, заденаил вышку. Делаем лоуд. Я телепортируюсь вниз, Нага Сирена включает сон, такая добивает вышку, уходит, все классно. Вот. И у нас таких моментов была целая куча по игре, потому что мы лидировали в этой игре. То есть мы жестко лидировали, причем у нас как обычно реально. То есть новая версия, свои пики, Нага Сирена крутая, а у нас Найкс, гав-гав. Гав-гав-гав, и Огермак, левая голова, правая голова, понеслась. Копилку Будла заряжай, полетел. Короче, у нас были какие-то свои нереально жесткие стратегии, причем Нага прям прямая контра Найксу. Нас это не волнует, у нас Сашка, гав-гав. Все, поехали. Вот. Так мы играли, мы опять их ломаем по всех линиям, крушим там. У меня у Магнуса стою против Death Profit, которая должна меня гонять, у меня ровно там с ней. Сашка вообще в салат все выносит, говорит, да все, им там задница. И мы не теряем мораль. На плюс морали у нас, мы же были на ЕМЦ, как бы ты понимаешь уже. Вот. То есть каждый этот лоуд, на ЕМЦ мы там страдали,
Но тут у нас уже закалка была такая, мы сидим, смеемся, все весело, даем последнюю энергию свою. Вот, там китайцы такие унылые, блин, да хватит, что это за лоуды, нас пересадили уже с одного места на другое, говорят, ну типа у вас лагает тут, а там лагать не будут, поменяйте компьютеры. Мы так, ха-ха, хорош, да, пересели, там лагает, потом китайцев куда-то еще пересадили, у них тоже там лагает. Ну и мы лоудимся, играем. И причем после каждого лоуда ты получаешь фонтан баф, то есть вроде как ты телепортируешься на то место, где ты находился, с фонтаном. И ты можешь зарядить бутылку, и после каждого лоуда появляются новые руны. Если ты, допустим, залоудился на 30 секунды, то руны будут появляться каждые 30 секунд этой минуты. Ну, то есть через 2 минуты следующие. Да, я понял. То есть там 15:30 ты сделал лоуд, значит следующая руна будет 17:30. И мы это не сразу поняли, мы поняли это уже где-то после 3-4 лоуда. В общем, у нас там такой экшен был, мы уже профессиональные лоудеры были. А? Да. Не работают айтемы, надо их выложить, поднять, чтобы они начали работать. Сашка всю игру играл с башером, который не работал. Он бежит за ДП, грызет ее, вау. 1 удар, 2 удара, 3. Такой, уверенный, типа, Сашка он не отпускает. Он если вгрызся, то уже все. Надо сделать 2 удара и бежать назад, если не получилось. Но он до конца такой, сейчас прокнет баш, а баш не прокает. Тут раз Сашку убили уже, как бы, Сашка такой, гав-гав, гав-гав-гав, баш не работает. Вот, пойду куда-то в другое место башить. И баш не работал всю игру, и после игры он такой, блин, у меня, оказывается, баш не работал. Я подумал, как бы, о, классно. Это была вторая игра. Это была все вторая игра. Она длилась часа 4-5. Мы вот реально, хоть и были на веселе на всех видео, там все классно, старались друг другу мораль там но внутри поднимать. горели. Да, но внутри мы горели, как новогодние елки, и реально отдали все силы возможные. И, насколько я знаю, Игорь договорился, то есть с командой ЛГД, но это даже нас не касалось, то есть я был настолько настроен, что я бы отказался играть, да и все. Вот, меня бы вообще ничего не волновало. Но Игорь договорился с командой ЛГД, что мы 3-ю игру будем переносить, потому что уже реально было часов 10 вечера, 11 вечера, то есть мы проснулись в 7:30 утра, 11 вечера уже, мы не кушали реально с завтрака ни хрена вообще, то есть мы 0. Все, что мы там поели, это вот, может, яблочко потом нам дали. Реально красава. Вот. 11 вечера, мы голодные, уставшие, все в салат. Все, мы уже начинаем собираться после игры, довольные, что хотя бы 1-1 и мы 0-2 не вылетели с этого турнира. Настраиваемся уже на завтра. И я был вот реально, то есть мне, в принципе, даже все равно на то, что там кто-то с кем договаривался, не договаривался, я был настроен так, что, мы типа люди, правильно? И это уже не турнир, когда ты в 11 ночи, когда ты только один раз позавтракал утром, должен играть в мясо уставший после всех этих дедосов. Это же не проблема игроков, что нас дедосят, правильно? Это проблема организации, наверное, что они не могут справиться как-то с этим дедосом. В данном случае это были даже не проблемы организации. Но это никого не волнует. Вот, то есть мы не должны были, я считаю, играть в тот день, при том, что это был не последний день турнира, еще было впереди там день или 2. Да, можно было перенести. Вот, то есть можно было перенести на следующий день, в принципе, доиграть. То есть мы же люди, правильно? Мы имеем право приходить на игру хотя бы, не знаю, хоть с какой-то энергией. Мы имеем право поесть там и так далее. Но посчитали, что мы, видимо, не люди. Гав-гав-гав-гав. Типа, и сидите, играйте. Аргумент такой, ЛГД же, типа, играют, и вы играете, что вы, типа, они готовы играть, но нам-то какая разница, ЛГД играют, не играют, когда они ели, не ели, уставшие, они не уставшие, мы в полном дерьме. То есть мы должны были отказываться и на следующий день идти играть. Но все-таки мы пошли на уступки, вот, там, с той мутной историей того, что ЛГД там все перекрутили и сказали, мол, типа, играем сегодня, хотя пообещали играть 3-ю игру завтра. Игорь боролся за нас как воин, с копьем и мечом, там, протыкал их. С копьем, мечом и монеткой. Дрался со всеми, да. Но в итоге нам пришлось играть. То есть я спросил там, ребят, хотите играть, не хотите? Давайте сыграем. Съели по яблочку, пошли играть. Еще настроение у вас было приподнятое. Настроение не было приподнято, это был фейк. То есть это для того, чтобы держать крепко моральный дух. А так мы были на самом деле очень уставшие и в полных какашках. Вот. И 3-я игра. Все-таки 3-ю игру мы проиграли. Но она была тоже очень Я не хочу, опять же, после драки кулаками махать, говорить о том, что мы были уставшие, там, в салат, в мясо и не должны были эту игру играть. Сыграли хуже.
проиграли, могли выиграть. Несколько раз там у нас чуть-чуть не получилось. То есть был какой-то вот даже момент, я считаю, переломный. Там я словил спектру без байбека, вытянул ее магнотавром. Если бы мы ее убили, то мы бы закончили игру. Потому что кроме спектры у них, в принципе, ничего не было, чтобы нам противостоять нашей медузе. Вот. Нас убить ее не получилось по определенным причинам. Все. Дальше мы там игру отдали, проиграли. Ну, проиграли игру, проиграли турнир. Что ж, бывает, без подготовки, я считаю, все равно выступили более-менее, учитывая, что у этих команд все-таки хоть какая-то, хоть пару дней подготовка была. Они могли понять, какие герои более-менее лучше работают, какие более-менее хуже, хоть чуть-чуть. Вот, и дальше мы поехали на ESL. Поехали, был длительный перелет через Москву, там 36 часов занял, но у вас было 2 или 3 дня здесь, уже в Нью-Йорке. Здесь вы играли два официальных матча против... Нет. 2 дня и 2 официальных матча против Secret Team и Fnatic. Да, мы, насколько я знаю, пытались найти место, где поиграть. Да. Вернее, искал Игорь. И я. И ты. Вот. В Нью-Йорке нормального места, где поиграть, нету. То есть нет таких компьютерных клубов наваженных, как у нас. Мы пришли в какой-то древний компьютерный клуб, где стоят ужасные компьютеры, все лагает, просаживается FPS. И это, то есть, после того, как мы туда пришли, сели и попробовали чуть-чуть просто побегать в лобби, нам уже, то есть, хотелось просто встать и уйти, и больше никогда туда не возвращаться. Но мы знали, что у нас нет выхода. Это были, опять же, нереально важные игры за StarLadder, за выход на LAN-финалы. То есть у нас просто не было банально выхода. То есть мы сидим, у нас в игре даже на лоу настройках там, от силы там, 40-50 FPS. Ну, может, сейчас там куча школьников выбегает. Да я дома сижу, на 30 играю, мне все равно, вообще, что там у вас. Но на самом деле, когда то есть, ты уже очень привык, играешь навсегда, там у тебя 120 FPS, ты просто видишь любые изменения, когда чуть-чуть оно проседает. Да. И тебе важно реально все это, чтобы было плавно, когда ты уже привык к чему-то. Вот. У нас этого не было, компы ужасно лагали, пинги даже на ESST, который, в принципе, считался сервер, где находится Нью-Йорк, да? То есть да, местный. Да, местный считай. Там пинг 80, и он прыгал до 180. Вот. А не говоря уже на Европе, где он прыгал до 300. Вот. Хорошо. Приходим мы на матч. Против нас команда МИМ, который вообще Fnatic. непонятно... Нет, МИМ. Который вообще непонятно... Fnatic. Который непонятно... МИМ, которые стали Fnatic, которые стали МИМ. Да, вот так каша-малаша. Непонятно, что они вообще делают на этом турнире. Вилат пошел на уступки, дал слот и той, и другой команде, потому что у них поменялось по 2 игрока, не по 3. Если 3, то все, их бы кикнули со стар-серии. Поменялось 2 игрока. Окей, приходит командочка Fnatic. У них, значит, 2 игрока из команды Fnatic, 2 игрока из команды MIM, с которой мы уже играли. То есть мы опять с ними должны играть по непонятным вообще каким-то причинам. И третий... До этого вы Fnatic выиграли. Выиграли Fnatic и опять играем с Fnatic. Да. В общем, и просто какой-то 5-й игрок, замена не с официального ростера. В нормальных бы условиях мы бы не мошнили. То есть, если бы нам было, если бы мы не сидели в этом клубе, не сидели с этими лагами, с этим FPS-ом, совсем все лагающее, поломанное, мы просто хотим встать и уйти, и для нас это нереально решающая игра. Для них это вообще, то есть они уже не выйдут никак на стар-серию без шансов. То есть, если бы этого не было, мы бы сказали, да, пожалуйста, берите этого стендинга, играйте с кем хотите, го играть просто и играем. Но тут, реально, я был готов мошнить хоть до упора. Что это такое, реально? 2 игрока, с которыми мы уже играли, 2 игрока с какой-то командой, левый вообще какой-то стендин. Почему мы должны с ними играть? Ну и в итоге мы реально решили, что единственное, как мы можем пойти на уступки, что если мы будем играть USIS, поверь, USIS не было такого, что для нас это выгодно. Это было абсолютно равные условия. У них там было по 100 с чем-то пинга, у нас он до 180 прыгал с 50 FPS, поэтому мы, в принципе, были в равных условиях, когда мы пошли играть эту игру. Мы выиграли, они там начали ныть, пайнить, мы не могли начать игру час. Все плохо, печально, какие Нави козлы, вообще не дают нам юзнуть этого стендинга из лесов каких-то там заморских. Мы тут такие классные, а вы такие плохие, ай-яй-яй, там все сразу на форумах, давай на Reddit, драма Queen, все, Нави лохи, вообще так не поступают. Хотя на деле мы еще
поступили по-божески, то, что мы вообще с ними согласились играть. Могли сказать: до свидания, ребята, у вас тут 2 игрока из состава, вы что-то хотите от нас, идите гуляйте. И все на этом бы закончилось. Потому что для нас это была реально решающая игра. Мы знали, что с секретами мы будем играть, мы вообще вряд ли выиграем. Потому что, кстати, у них же один игрок был в это время в онлайне. Да, у них еще был 3-й игрок из их команды в онлайне, это был Ханни. И он играл там КВшки с Alliance параллельно. То есть нормально, типа. Кого волнует. Ну хорошо, матч вы выиграли, вышли на Мы лан-финал. знали, что мы с секретами пойдем играть, мы, скорее всего, проиграем, потому что у нас лагало вообще в салат. Ну, мы пошли играть с секретами. Казалось, у них лагало больше. Нет, просто нас задедосили. Их задедосили. Да. Просто их задедосили. По-моему, дедосили сервер, потому что у нас тоже кто-то Не, вылетал. ну они вылетали пятером. Они вылетали в пятером, а у нас вылетал Артемка, и, по-моему, ты вылетал, Глеб, да? Ну, кто-то вылетал. Вот, соответственно, мы согласились на дроу. Ну, там непонятно, как бы игра пошла, но это и не важно. То есть, кто бы там выигрывал, не выигрывал. То есть они предложили ничью, вы согласились, и вы Это получили не по имело одному для очку. нас, для нас эта игра не имела значения. Мы изначально хотели отказаться, но мы из-за зрителей пошли на уступки и сказали: окей, не вопрос, братья, мы сыграем. Давайте сыграем как можем уже на этих лагах. Как пойдет, так и будет. Вот. Соответственно, на ESL, то есть вот эти вот 2 дня, ну, нам негде просто было банально тренироваться. Как бы мы ни хотели, то есть в этом клубе тренироваться нельзя, больше мест нигде нам никто не предоставлял. Вот. И мы, то есть, не тренировались на ЕМЦ, на новой версии, просто на нее приехали на ВЦА, просто отыграли. Ну и понятное дело, что на ESL, как бы мы этого не хотели, как бы там мы не хотели, мы очень хотели выиграть, но у нас было просто 0 подготовки. И учитывая наш результат на VCA, мы ожидали, что, скорее всего, результат будет на ESL плачевный, скорее всего. Сам турнир. У вас была первая игра, вы играли с самого утра против Вичи, и вы, ну, перед матчем я видел, что у вас был настрой боевой, что вы, ну, фактически готовы там их выигрывать. Как развивались эти игры? Мы абсолютно не боялись наших соперников. Вот. Мы подходили, конечно, с уважением, в принципе, как ко всем соперникам мы стараемся подходить. Но мы были уверены в том, что мы можем их легко победить. Опять же, то есть я говорю, я тогда взялся за то, что, мол, давайте, ребята, я попикаю. У меня было 2 идеи. То есть одна, которую мы согласились, вот эта авантюрная с Урсой, а вторую мы так и не использовали, я вам о ней не буду даже рассказывать. Левая голова, правая голова. Да. Иван хочет как бы рассказать о том, как он в первой игре катал. Вот. Ну, я могу вкратце. Ну давай вкратце. Значит, стоим мы на линиях. Вот. У нас стратегия построена там на Урсе, на всей этой теме. Мы уже играли. По поводу того, что там я ее пикал или что-то такое. То есть мы были в Китае на ВЦА. Это была, наверное, единственная КВшка, которую, или одна из 2, которую мы сыграли. Мы сыграли с IG, уже там на Веню. Все сзади нас стояли, видели, в принципе, как мы играем. Поэтому мы ее не использовали. Но, по-моему, из Vichy Gaming там никого не было, и поэтому мы против Vichy Gaming решили все-таки использовать. Против IG она сработала, хоть и криво, но сработала. Вот. То есть заключалась она на том, что вот это Огр с Инчой бегают, делают кашу. Урса стоит на центре, какой-то сильный герой, как на легкой линии для Саши, там, или Вайпер, или Разор у нас был. И на хардвенер Глебас на зомбаке идет, говорит: сюда иди, подходи по одному, развалю кабину я. Вот. И стратегия была, в принципе, очень сильная. Заключалась она в том, что ты там мог идти свободно на Рошана, и когда враги подходят, зомби ставят томбу, они не могут тебе пройти. И Урса очень спокойно забирает Рошана. И, ну, понятно, само собой разумеется, в доте, если ты забираешь на халяву всех Рошанов, то после где-то 3-го ты с большим преимуществом идешь и заканчиваешь игру. Но в нашей игре все пошло не так. Ну, первых 2 забрали. Первых 2 вы забрали. Первых 2 забрали, 3-й мы отдали, и на этом игра для нас закончилась. Но, то есть в стратегии, помимо того, что у тебя вот этих 3 сильных линии, которые, в принципе, как-то стоят, должны очень много сделать суппорты. То есть иначе нет смысла, допустим, брать эту Enchantress, которая, в принципе, очень много должна сделать по игре, да? То есть в начале игры. Это герой, который много делает в начале игры. Вот, в итоге Enchantress Артем, Иван Огурмак встречаются, значит, на реке. План у нас очень прост. Что начинается 0-я секунда, чекают ребята руну, отходят чуть-чуть назад, юзают смоук, проходят во вражеский лес обходом в смоке, берут там крипа, выходят в центр, мы делаем физбат с Урсой. То есть это одна из
то есть Задумок. ключевых задач. Да, то есть именно сделать фастбат таким образом, то есть линия на центре будет в салат развалена, и мы больше сразу будем по всей карте очень жестко сноуболиться. Что делают, значит, ребятки? Значит, Инчао Гармак такие стоят на руне, 0,2 секунда, смотрят, о, Тимберсо вражеский пришел. Думают, ну, привет, Тимберсо, помахали рукой, Тимберсо отошел чуть-чуть. Ребятки такие, значит, правая голова Ивана, ну что, юзаем смог, левая, да, давай, пойдем. Юзают смог, значит, Артем Козочка такая, да, побежали в лесочек, выдвигаются. И как бы идут к этому Тимберу, говорят, эй, братан, заревиль нас, пожалуйста. Заревилишь? Да, заревиль нас. Ну и, значит, идут, он их заревилил, они такие... Вернемся-ка в свой лесочек, как бы, вернулись в свой лесочек и такие, какой наш план? Тяни второй смог. И второй смог курочка, значит, несет. Что там, уже 40 секунд времени потрачено, а тут каждая секунда реально на счету. Нереально важно, чтобы вот ты по таймингу к 30 секунде пришел на вражеский хем, взял крипа и вышел на центр, когда еще враги 1-2 уровня. Чтобы они ничего не могли тебе придавить. Ты с крипом выходишь, Урса бежит вперед, крип танкует, Огр выходит, дает стан, и там просто взрывается герой. Ну, то есть любой. Морф, хоть Морф, пожалуйста, он тоже не выживет на самом-то деле от такой банды. Вот. В итоге время потрачено, уже где-то 40 секунд, прилетает второй смоук. Ну что, юзаем? Да, давай. И Козочка, Артем там, да, я в лесочек за крипом. Цветочки. Берут крипа лесного своего там, юзают смог и идут другим путем, через верхнюю руну. Туду-туду, пи-пи-ли. Проходят, заходят во вражеский лесочек, встали. Что будем делать? Не знаю. Стоят такие, стоят, смог прошел. Выходить на центр им страшно, боятся. Ну там свои причины были, крипы пушились. Типа это было рисково, выходить под вышку. Уже 3-й левела они получили практически, или уже получили, потому что время потратили наши ребята. Вот. Ну и зарвилился смог, они такие, ну типа, пойдем куда-нибудь в другое место, как бы, да, вот, значит, и куда-то побежали во вражеский лес, стянули там врагов чуть-чуть, то есть туда-сюда, ну и потом через полкарты вернулись как бы назад в свой лес, там, Глебка, и еще, так знаешь, ты стоишь, я стою на Урсой против Морфа с Личом, 2 оранжевых. Чуть ли не на фрифарме, всех крипов добиваю, все классно получается, думаю, ну классная игра идет. Сашка там на харде, Разором, то есть он вроде как на харде пришел к типу на изи лейн, он должен его развалить, он говорит, да я его тут вообще в хлам. Глебка внизу так вообще фастблад делает силовиком против Тимбера, Тимбер силовика должен в мясо гонять, Глеб там, фастблад разломал, знаешь, Тимберсол просто в соло. И этот, ну что, куда идем? Не знаю. И Козочка Артем. В итоге 4 минуты они просто пробегали. Ну, убили внизу Тимберсол 2-й раз. Хорошо, подожди, у нас есть уникальная возможность. Ваня, в оправдании есть что-то? Я не знаю. Вот. Ну, мы пошли там на 5-й минуте, потом убили Рошана. На Рошане мы потом побежали за Лили. То есть, ну, надо драться за таргеты. Мы убили Рошана, могли отойти. Мы включили СНГ Доту. О, Майденко! Залетели, размен 2 в 3 в пользу врага, при том, что мы взяли преимущество, взяли эти левела за Рошана. То есть нетворфов выросли и так далее. Но это все были мелочи, в принципе, это... И то, что пробегали суппорты, это так на игру сильно не повлияло. И то, что мы там залили на Рошане сильно. Но это все по чуть-чуть влияло на игру, но не сильно. Вот. Ну, в итоге мы потом наделали других ошибок. Я начал фанить в игре. Вот. Злиться. Дизморалить тоже, наверное. Дизморалить свою команду, в чем я абсолютно не прав. И я согласен, что так не должно быть. Потому что, ну, я просто горел от того, что происходило. Вот. Но это не оправдание все равно. То есть так, как я делал, делать нельзя. Ну, так мы проиграли первую игру, и я сказал, ребята, типа, ну, вначале я предложил, что, мол, давайте юзать 2-й план, который был, но из-за того, что мы проиграли первую игру, все решили, мол, типа, давайте просто поиграем от пика, то есть никаких там стратегий, задумок, а вот именно от пика врага. Я сказал, ладно, тогда я не хочу принимать в этом участие, пусть будет Артемка. Артемка набрал, и у нас пошло, мы 2-ю игру вообще их к вам разломали. Вот. Ну а 3-ю игру у нас не пошло, и мы наоборот, как бы, к вам
проиграли. Ты как-то эмоционально рассказывал об одном игровом моменте, когда вы с хвостом 2-3 выиграли. Ой, да это... Ну расскажи, интересно, давай, Это все глупости. рассказывай. Ну, мы как в «Матрице» выбегаем, там хвост уворачивается от пуль. Где я это было? стреляю с 2 базук одновременно. Вот. И мы врываемся, ну, мы дефим в нижнюю сторону. Мы ее так дефим, что мы уже как бы чуть ли не по тир-1 вражеской дайеровской вышкой справа. Вот так вот дефим реально. Куда-то бежим за 2 героями, которых мы убить никак не можем. У меня ни одного стана дизейбла нету, я брюмастер. Сашка Луна, у него ничего нету. Мы бежим за Скаем и кем-то еще. Не помню, кто там еще был. Ну, кто-то еще был. И за нами Sun King и Fly, то есть их 3, у нас уже шансов убежать назад нету. Мы до конца. Сашка уворачивается от пуль, там БКБ прожал, Слоу Скай задоджил, Sun King подкопал в никуда, там что-то ультимейты туда-сюда. Там одного расстреляли, типа за клэпы туда-сюда. Сашка включает ультимейт, герой форстапывается в тень, делает тп-аут. Я выпрыгиваю, даю вижен, Сашка сбивает, даблкилл. Остается один FI, Sun King с даггером, гемом, форстафом, песочком, подкопом. То есть, ну, умереть герой никак не может. Я прячусь за деревцем, как сники ассасин. Сашка выходит такой, типа, копай меня. Прыгает Sun King с блинка, мажет подкопом, садится в песочек. Тут я предпринимаю решение, ну что ж, я дуралей, разложился пандой. Ну, как бы ни одного дизайбла у нас против Sun King нет, он еще и в песочке. Я складываюсь пандой, жму диспел, срабатывает халявка. Он как бы, видимо, после диспела герой побежал у него и, наверное, оранжевую панду задел. И не смог, типа, потом, ну, не блинкнуться, ничего, я не знаю. Вот. Ну и в итоге в него камень забрали, и мы так убили 3 человек с ничего, с пустоты. Понятно. Сейчас несколько таких общих вопросов. Какие из решафов после International тебя удивили больше всего? Из решафов? Ну, Вичи Гейминг меня удивил решафом. Что именно, что Black стал за них играть? У них очень интересный состав. У них Ice, Вэк и Флай, Фенрир и Супер. Удивил меня этот состав. Не ожидал я такого. Хорошо. Состав Secret Team. Твое отношение к этому составу, как ты вообще оценишь его силовую способность, я бы так сказал? Очень сильный состав, очень скилловые игроки у ребят, очень много опыта у всех. Вот. И проиграли они на этом турнире, как по мне, потому что, ну, видимо, тоже еще не разобрались с новой версией, потому что их пики хромали очень сильно по соотношению к новой версии. Ну, то есть там, допустим, Вичи Гейминг берут ферст пиком Террорблейда. Нет, вернее так. Secret Team берут Разора, отвечают им Террорблейд, Sun King. То есть милишный суппорт и керри, которому очень много надо, и он идет на легкую линию с большой вероятностью. И вместо того, чтобы это карать как-то, то есть идти там с Разором в трипу или еще что-нибудь, отвечают Энигмой. А Энигма — это гриди суппорт, который идет в лес. То есть ты говоришь уже Террорблейду: братан, ты прифармишь, а Sun King говорит: ну ты тоже типа бегай, делай что хочешь, типа тебе не нужно ничего делать, у нас уже вроде грид. Вот, и таким образом в итоге этот Разор идет на харду, его на первом левеле Террорблейд убивает фэсбаном с бандой, и все, фрифарм Террорблейду, игра заканчивается, ну, то есть уже заканчивается игра. 25 минут, там такой Террорблейд, когда прыгает Кроки с блинка, антимагом, он лопается просто за секунду от этого Террорблейда, и ничего с этим, в принципе, сделать нельзя. Ну и стратегия была очень интересная. 4 человека развлекает, Террорблейд пушит. Это вот про то, что я говорил, когда CSI с спидбрейкером Бежит на базу. сагривает на себя всех, умирает, и ему все равно. Он знает, что он уже игру выиграл. Хорошо. Вторая игра, я что-то уже даже не помню, что там было, но что-то похожее. Вот, антимаг. Разор Энигма. Да, Разор Энигма у Team Secret. Ну, то есть в этом нет ничего плохого. Два героя адекватные. Но, то есть, в общей картине получается, что все равно у врага сильнее. 2 раза у врага было сильнее. Ну там 2 таких лидера, S4 и Пупей. Кто у них там сейчас пикает?
Не знаешь? Элемент, наверное. Хорошо. Какие отношения у тебя лично остались с Попеем и Куроки после... Абсолютно нормальный. То есть у меня к ним не было никакого негатива или тотальной неприязности. У нас были разногласия какие-то, но и с этими разногласиями в каждой команде у нас были. С кем мы не играли, везде всегда были разногласия, но мы с ними как-то мирились и нормально играли. То есть я играл 3 года с Попеем, мне было в принципе комфортно. Я себя чувствовал нормально. Мы выигрывали, и я был доволен. Как С оцениваешь... Куру играли меньше. Тоже было комфортно. Как оцениваешь жест Куроки с мышкой во время игры против Na'Vi US? Молодец, поднял мораль, то есть и себе, и команде своей. Вполне адекватно. Понятно. Вот у нас тут уже посадка начинается, интервью близится к завершению. Какие у тебя планы на ближайшие 2 недели? Отдохнуть нужно после У доты? нас нет времени отдыхать, мы прилетаем. 2 дня у нас опять будет этот джетлаг, и у нас все равно уже онлайн-игры начинаются. У нас опять нет времени, в принципе, готовиться особо тренироваться, потому что у нас достаточно много онлайн-игр. Через 10 дней уже Старвадер. До Старвадера через 5 дней нужно ехать на буткемп. То есть у нас все вверх дном, постоянные эти поездки сейчас. Ну, у вас, получается, нет Тяжело. времени у команды сейчас подготовиться, вот сесть. Раньше мы бы на такое никогда и не пожаловались. То есть с старым коллективом мы вообще не тренировались. И нормально у нас все получалось. Но сейчас новый коллектив. Где-то мы проседаем, где-то по скиллу, где-то по пониманию, и нам реально не хватает этих тренировок ужасно, каждый из нас это понимает. Если, я думаю, они бы были, то хотя бы какие-то, мы бы в каких-то идеях были уверены. А так у нас нет уверенности, мы все пробуем спонтанно, первый раз. Там, берем это, да, берем. Пробовали, вроде получается, вроде нет, непонятно, где ошибки, где нет, и тяжело. Задам провокативный вопрос. ФНГ, ему 18 лет, капитан – это лидер. Лидер, который должен вести за собой остальных членов команды. Как с этим обстоят дела? Ты ощущаешь, что в команде не хватает лидера, если честно? Ну да, у нас сейчас это была основной проблемой на этих ланах. То есть если на EMC было все нормально, то на WCA сказывается и чувствуется нехватка опыта. То есть все-таки Китай и Европа — это 2 разных уровня, ты это сразу ощущаешь в игре. Вот. И Артем, в принципе, сам с этим соглашается и так и говорит. То есть обычно у нас до 20-й минуты все неплохо, а потом в мидгейме и лейтгейме мы теряемся. Каких-то конкретных колов нет, за это то есть вроде как ответственный Артем, от него инфы идет маловато, и мы проседаем. Вот. Но время покажет. Может, мы просто попробуем, чтобы кто-то это делал другой, еще что-нибудь попробуем, или просто будем набираться опыта, но то есть, придется тогда проигрывать что-то, чтобы потом в будущем выигрывать. Ты говоришь, что будет много онлайн-турниров, в то же время я знаю, что вы и отказываетесь от многих онлайн-турниров. Там Dota 2 PIT, D2L, вы в этих турнирах вроде как бы не участвуете, пока не подтверждена эта информация. D2L, он совпадает с Рождеством. Финал. Да, и время не самое подходящее, новогодние праздники, хоть когда-то мы должны отдохнуть сейчас, потому что реально дня даже у людей нормальных, которые просто на работу ходят, у них суббота, воскресенье там. И вечера. Да, и вечера. У нас их просто нету этого времени. Вот, и типа вроде как жаловаться не на что, да, то есть любимое дело, да, играем, все классно. Но с другой стороны, Сашка вот сейчас вам пожалуется. Guys, we have посадка. Посадка уже? Расскажи нам про выходные в команде Na'Vi. Нет. Suddenly, apparently, нету выходных. Приходится совмещать совмещаем. выходные и Occasionally. выходные. Теперь я в одно. встречаюсь с друзьями не в 9 вечера, как раньше, а в час, потому что игры до 12. А потом утром приходят, поехали. Так, ну и из ближайших турниров это у вас будет BTS, Summit, второй сезон. Ближайший турнир это Старвадер, потом турнир в Бухаресте, Касперский, Антек, D2CL, если мы Атлон. пройдем. Спасибо. При пляжке. Привет маме, привет друзьям. Спасибо, что вы нас слушаете. До новых встреч. Алекс Гарфилд. Привет. Ладно, все, всем пока.